Человек пришел, сел, вот как вы, так чашку кофе поставил и говорит: ну что, ребята, копайте траншеи. Они выходят, и каждый на меня бросает вот в буквальном смысле прощальный взгляд. Как вот знаете, если бы там только что состоялся консилиум врачей, и там решили, что у вас 4-я стадия рака. И вот все выходят к пациенту, говорят: привет. И так, и пошел дальше. И, в принципе, все сошлись на мнении, что 72 часа и конец. Байден показывал мне фотографию своего сына, погибшего, умершего. И он мне говорит: господин министр, вы должны всегда думать о своих детях. Когда тебе в Белом доме, в овальном кабинете президент Байден Соединенных Штатов Америки говорит о том, что... У меня мороз по коже. Это, конечно, хорошо, что ты министр и думаешь о том, как защитить свою страну, но прежде всего ты отец, и ты должен думать о своих детях. Не было страха, не было паники, была злость, было желание выжить. Ну, не физически самому себе, а показать, что эти твари, эти животные проиграют. Вы представляете, что так по Москве гулял Лавров с каким-нибудь российским журналистом и мороженое еще? Ну, поэтому же Украина... Тем и Украина отличается Украина от не России. Россия, как Да. классик. Как Леонид Данилович сказал. Классик утверждал, да. Дмитрий Кулеба. Родился 19 апреля 1981 года в Сумах. Министр иностранных дел Украины. Женат, имеет сына и дочь. Дмитро Івановичу, доброго дня. Добрий день. Ну, не в кабінеті вас записуємо це інтерв'ю. Десь внизу. Але розумію, що відбувається. Страху нема? Ні. І, як не дивно, не було. Я не знаю, напевно, якась з першого дня якась відбулася мобілізація психіки. І страшно не за себе, страшно за людей. Тобто для мене безпека співробітників центрального апарату – це топ-пріоритет. Тому я одразу, коли є найменша загроза, я даю інструкцію, щоб всі залишили будівлю, працювали дистанційно. Тому що можна пережити втрату будівлі, пережити втрату майна якогось, яке може згоріти, але пробачити собі втрату людей – це, ну, з моєї точки зору, просто неможливо морально. Тому страху немає, є така максимальна мобілізація. Нас дивляться мільйони людей в усьому світі. Не всі ще, на жаль, розуміють українську мову. Від Сполучених Штатів до Австралії. Весь світ дивиться. Да. І тому я просив би вас, якщо це можливо, перейти на російську мову, щоб вас зрозуміли усі. Тому що міністр закордонних справ України під час війни, я думаю, що всі повинні його почути і зрозуміти, яка в нас зовнішня політика, що робить міністр і взагалі який спротив чинить Україна на дипломатичному фронті. Ну, давайте спробуємо, попрацюємо на глобальну аудиторию. Вы родились же в семье дипломатов. Отец всегда был дипломатом, с юных лет работал и послом, и сейчас посол еще, да? До сих пор? Нет, у нас же законодательство в стране предполагает борьбу с конфликтом интересов, да. И не могут близкие члены семьи, прямые члены семьи работать в вертикали друг друга. Поэтому я стал министром, и отец мне позвонил и сказал: я все понимаю. Он на тот момент был послом Украины в Армении. МИД – это вся его жизнь. Он мне позвонил и говорит: я все понимаю, я свое прожил, отработал. Спасибо тебе за то, что раньше времени заканчиваю работу. Да? Я не буду, он так и сказал: я не буду стоять на твоем пути, поэтому мы готовы с мамой возвращаться и нянчить внуков. И после этого мы запустили соответствующие процедуры. Как сыну мне было очень тяжело, как дипломату мне было тоже тяжело, потому что мой отец очень профессиональный, опытный и уважаемый человек. И я понимал, что это как бы потеря для системы. Но закон есть закон, поэтому отец ушел с дипломатической службы, можно сказать, на пенсию. И действительно держит слово, активно занимается моими детьми. Мама тоже дипломат?
Не, моя мама всю жизнь и провела учительницей украинского языка и литературы. Она в какой-то момент пожертвовала своей карьерой ради карьеры отца, потому что карьера дипломата, ты должен выезжать за границу. И это для каждой семьи сложная ситуация, потому что кто-то должен пожертвовать собой. Иногда, если женщина дипломат, муж то жертвует собой, если мужчина, то наоборот. Поэтому мама в какой-то момент пожертвовала собой, оставила свою работу, которую она очень любила, и дети ее любили. Она школьный учитель. Вот. И с тех пор она помогала папе и выполняла функцию жены посла, потому что это тоже работа. Когда ты за рубежом, это тоже работа. В каких странах отец работал? Австрия, Египет, Казахстан и... Австрия, Египет, Чехия, Казахстан и Армения. Он был послом в 4 из этих в стран. Египте? В Египте, в Чехии, в Казахстане и в Армении. В какой стране ему работалось лучше, что он сам говорит? Я думаю, что сам с точки зрения его личного ощущения, это, конечно, надо его спрашивать, но мне кажется, что Чехия была для него вот местом, где он максимально, скажем, реализовал себя как дипломат. Но у него такая специфика, очень непростая жизнь. Он как бы, знаете, то, что называется, сам себя сделал. Простой парень из села, без какого-либо Полтавской области, без какого-либо лоббизма, поддержки. Он брался всегда за самую сложную работу. Он был в Чернобыле в первые дни, занимался организацией отрядов для эвакуации, для ликвидации. Был в Афганистане советником, учил почти в 40 лет, пошел учиться заново, получать второе высшее образование, чтобы выучить английский язык. Да, то есть он такой очень крепкий парень в этом смысле. И поэтому он во всех странах находил контакты, пользовался уважением. Но, по моему мнению, его вот пик такой, да, это была именно Чехия. А украинская дипломатическая школа, она особенная. Я помню еще, я застал Изленко. Это был совершенно уникальный человек, с которым можно было общаться на любые темы. Настоящий дипломат. У него и осанка была настоящего дипломата. И Геннадий Иосифович Удовенко и так далее. А вы самый молодой министр иностранных дел Украины за всю историю независимой Украины. Меня всю жизнь преследовала одна и та же фраза. Он слишком молод для этой должности. То есть на какой бы должности я ни пребывал, мне сказали, рано, надо еще все соответствует, по всем профессиональным критериям соответствует, но слишком молодой. Я помню, когда-то я работал с Грищенко Константином Ивановичем, да, и он тогда сказал такую фразу, там было у нас двое таких молодых и перспективных. И он Кто второй? Был такой, он и сейчас есть, Миша Бнуарьян, он тогда работал в команде Константина Ивановича, он приехал с ним из посольства в России, а потом вот он был там, губернатор возглавлял Киевскую область коротко, да. Пути наши как бы разошлись, но тогда мы были вместе. Он говорит, можно было вас, конечно, куда-то назначить. Ну что же это люди скажут, что Грищенко совсем с ума сошел, детей начал назначать. Вот. Поэтому мне это привычно, как бы я к этому спокойно отношусь, но когда мне исполнилось 40 лет, то я на все аргументы про молодость, я говорю, 40 лет, это, как говорил мой дедушка, уже с базару. Есть время, когда мы идем на базар, а есть, когда мы идем с базара. Так вот, 40 – это уже с базара. Но как бы с иронией всегда воспринимал эти замечания. Я всегда знал одну вещь – я должен давать результат. И результат моей работы – это лучшая защита против любых интриг, против любых каких-то там обвинений слишком молодой. Если есть результат, то значит, надо расти, надо идти вперед. Это очень жесткое кредо, которому, кстати, меня научил отец. В любой ситуации он всегда говорил и продолжает мне говорить, работай, давай результат, и все будет нормально. Какая принципиальная разница между украинской дипломатией 90-х нулевых и сегодняшней? Сейчас у нас дипломатия короткого боя.
Знаете, то есть раньше наша дипломатия, если там сравнивать с боксом, да, то раньше наша дипломатия напоминала вот эту фазу боя, где боксирующие так прыгают вокруг друг друга, да, как бы пытаются спровоцировать, но в контакт не идут, надеясь, что вот этими попрыгиваниями и языком тела можно будет дестабилизировать противника и получить результат. А сейчас у нас дипломатия, когда мы максимально пребываем в максимально близком контакте и с врагом, и с партнерами. И там, где нужно, то мы, задумавшись, мы не делаем ничего, не продумав, но мы в любой момент готовы нанести удар. Резкий, сильный, даже если это наш партнер, но мы видим, что наш партнер наши интересы игнорирует, то у нас появилось вот это бойцовское качество. И это, кстати, очень... И это видно. Да, это изменение, которое в дипломатию принес президент Зеленский еще до начала войны. То есть, я помню, он там звонит и говорит, ну что вы там вот это вот, ну скажите, как надо. Я говорю, ну это ж тут, там надо, понимаете. Он говорит, Дима, я говорю, Владимир Александрович, я вас услышал. И даже мне пришлось бороться с остатками вот этой такой излишней куртуазности и попрыгивания. Но у меня была очень... Потому что я, в принципе, всегда был склонен к жестким реакциям, но жестко просчитанным. Угу. Вот. И остатки моего вот этого вот... Я не знаю, я уверен, в боксе есть специальный термин для этих движений боксеров, да? Вот, остатки ушли с момента, когда я начал работать с президентом. Президент очень в этом плане четко. Если друг делает хорошо, благодарим, хвалим и пытаемся помочь в ответ. Если друг делает нам плохо, бьем. Он нам не друг. Ну, нет, это следующее. Если друг нам несколько раз подряд делает плохо, тогда он точно нам не друг. И наши партнеры, они не привыкли к этому стилю. А как же Украина всегда такая была покладистая, всегда там попрыгает, но в конце ее можно посадить на место, уговорить, и она все равно на все согласится. Тут и не так, и так, а мы все не соглашаемся. И им тоже нужно было привыкнуть. Это вызывало... Этот путь, который мы проходили за последние годы, вызывал в Украине, скажем так, критику со стороны людей, которые считают, что с партнерами надо только лобызаться, обниматься и потакать им во всем. Это такой комплекс меньшевартости в дипломатии. И мы его преодолели. Я считаю, это очень важный результат. И я очень рад, что сейчас воспитывается школа дипломатов, которые... когда нужно, обдуманно, но нанесут удар. Это важно уметь в дипломатии. Война. Я совершенно уверен, что и вы, как и я, никогда не могли предположить, что нам придется жить в эпоху войны. Большой, настоящей. Ну что, война, Вторая мировая, книжки, фильмы. Это ж было когда-то, такого уже быть не может, в принципе. И вы знаете, я бы хотел вернуться к началу. Все наши официальные лица говорили, что войны не будет. Я сам говорил на эфирах, я предположить даже не мог, что может начаться война. Вот такая полномасштабная, с таким ужасом, который мы увидели. Но, тем не менее, насколько я знаю, и президент Байден, и премьер-министр Джонсон, и руководители ЦРУ, и руководители Ми-6 предупреждали наших официальных лиц о том, что война начнется, называли сроки. Один человек точно говорил всем, что война будет из руководства Украины. Это начальник ГУР Буданов. Он знал, что война начнется, знал, что начнется 24-го, и говорил об этом. Скажите, пожалуйста, вы по своим дипломатическим каналам получали предупреждение о том, что начнется война и когда? Ну, чисто по-человечески я абсолютно с вами тут на одной волне. Конечно, представить такую войну, не войну, в принципе, а такую войну было невозможно. Мы все... Ну, есть определенный круг людей, которые владеют информацией. Да? Мы все владели одним приблизительно объемом информации. Президент Зеленский, Андрей Ермак, премьер-министр,
Кирилл Литвиненко из СЗР, я, там, министр обороны. То есть мы все варились. И когда у тебя лежит на столе определенный объем информации, ты должен для себя принять внутреннее решение и взять на себя ответственность. Ты в это веришь или ты не веришь? Потому что информация не была с Божьей печатью, что я вам обещаю, что Армагеддон начнется 24 февраля в 4 часа утра. Это был комплекс данных, на основании которого ты должен был сделать для себя вывод и занять позицию. Ведь в политике, в дипломатии, да и в жизни обычной человеческой, это большая ответственность занять позицию. Да. Большинство людей предпочитают на самом деле не занимать позицию, а хилитися, да, как говорил Леонид Макарович покойный, між краплинками. Да? Да. Вот. Поэтому мы все начали получать определенный объем информации с осени прошлого года. С октября, наверное. Да. И первые звоночки в сентябре были. Как раз мы с Ермаком были в Вашингтоне, и нам такие уже первые начали подавать сигналы. Мы максимально серьезно к этому отнеслись. Подавать, как говорили, прямо начнется? Легендарная фраза, это надо будет в каких-то мемуарах использовать. Там мы были с Андреем на одной встрече в Госдепе, но не с государственным секретарем, он тогда не был в этот день в Вашингтоне. И там человек пришел, сел, вот как вы, так чашку кофе поставил и говорит: ну что, ребята, копайте траншеи. Вот так вот я впервые услышал. Это сентябрь? Это был сентябрь. Но это было все. То есть кошмар. На вопрос дайте, а на основании чего вы делаете такие выводы, никакого подтверждающего фактажа мы не получили. Это высокое лицо было? Да, достаточно, да, скажем. Там, второй уровень управленческого уровня в Госдепе. Но в чем была тогда проблема ранней осенью? Тебе говорят, мы видим, что дело идет к войне, но после этого ставится точка, и никакой больше информации тебе не предоставляют. И ты должен... А тогда, вспомните, тогда была очень непростая ситуация. То есть русские, понятное дело, готовились. Мой папа тогда, тоже имея военный опыт в Афганистане, он сказал: если ты собираешь такую армаду на границе, ты не можешь ее долго держать в бездействии. Да. Но тогда еще был жив нормандский процесс. Тогда еще была большая дипломатическая игра с супер ставками политическими на тему, кто первый моргнет. То есть Минск. России же что было важно? России было важно, чтобы мы каким-либо образом их спровоцировали. Вот во что они, логика, в которую они вели. Спровоцировали их непосредственно вдоль границы, либо спровоцировали их в тристоронней контактной группе. И тогда, например, Андрею Ермаку, который отвечал за нормандский формат, да, я ему несколько раз говорил: слушай, я реально не понимаю, как ты все это терпишь, и эти все бесконечные переговоры с Козаком, потому что, сознательно буквально. То есть было видно, что он толкает, он провоцирует. Козак, да? Козак, конечно. Андрей тогда проявлял, без преувеличения, просто величайшую мудрость, выдержку для того, чтобы держать эту линию. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что сейчас разыгрывается комбинация, в которой тебя попытаются обвинить в том, что ты спровоцировал. И те же самые партнеры с сентября говорили: только вы их не провоцируйте, не давайте им никакого повода. А с другой стороны, тебе говорят: копай траншеи. И ты должен принимать решения. Вот. Это были первые ласточки. А потом, когда уже наступил октябрь, когда уже стало больше информации, то я для себя я все проанализировал, сопоставил, принял для себя решение, что война будет, но что это будет война локальная на Донбассе с целью, и будет 3 цели у этой войны. Первое – нанести поражение нашей группировке на Донбассе и занять Донецкую и Луганскую области в административных границах и
показать военную, ну, как бы помощь, которую Россия предоставила ДНР, ЛНР, и нанести военное поражение Украине. Исходящая из этого вторая цель – это шатнуть украинскую власть, потому что, понятно, после поражения народ начал бы задавать справедливые вопросы власти. И я убежден, что президент Путин плохо относится к президенту Зеленскому именно потому, что он не смог его сломать, не смог его обыграть, не смог его сломать. Он думал, это будет какая-то легкая прогулка, но Зеленский оказался крепким орешком. Поэтому ему было важно шатнуть Зеленского, вызвав внутреннее бурление. Мы знаем, у нас страна демократическая, у нас бы забурлило очень быстро все. И третья цель была этого конфликта, по моему мнению, это навязать Западу позицию, что мы все равно тут все решаем. Вот видите, решили тут, можем еще больше решить. Поэтому переформатируем Украину с учетом наших российских интересов. Вот 3 цели, которые логически вписывались в эту историю. И то, что война будет такой, я был уверен вплоть до 24 февраля. Пока первая ракета, которая на Киев упала, показала, что я ошибался, это будет совершенно другая война. Я обязательно вас спрошу о том, о чем вы говорили в Белом доме с президентом США Байденом 22 февраля, за 2 дня до начала войны. Но спрошу я это, когда мы с вами начнем нашу прогулку. Хорошо. Итак, 22 февраля, овальный кабинет президента Соединенных Штатов Байдена. Вы с ним 1 на 1, я так понимаю. Нет, с Байденом 1 на 1 То есть надо понимать так, что есть 2 специфики. Так. Первое, в принципе, президент Байден не принимает особо министров иностранных дел других стран. И второе, что кто бы ты, если ты не президент, то есть либо не глава правительства другой страны, то тебе до последнего момента не подтверждают встречу с Байденом. Угу. Тебе говорят, вы приезжайте, просто ты, например, сидишь где-то на встрече или едешь в машине, и у посла любой страны звонит телефон, и говорят, а можете через 30 минут подъехать в Белый дом? Встречу одну проведем. И это еще не означает, что с вами встретится президент Байден. Так. Вы никогда не знаете, в какой кабинет вас заведут. И у меня была вот такая же история. То есть почему Байден решил встретиться со мной, не потому, что я хороший парень, он хотел сказать, Дмитро, привет. То есть, я думал поэтому. Конечно, я был для него представителем Украины, страны, которая нуждалась в его поддержке, и с которой он объективно и искренне неравнодушен. За меня лично замолвил словечко, что называется, Энтони Блинкен, мой коллега и друг, не побоимся этого слова. То есть он сказал президенту, что я нормальный парень, со мной можно встретиться. Со мной можно встретиться, да. Поэтому Тони сыграл свою роль. Вот. И мы ехали в машине с Маркаровой, Оксаной, с одной встречи на другую. Послом Украины в США. Да. И Оксане позвонили из Белого дома, говорят, приедьте, сделаем встречу министра с Джейком Салливаном, советником Байдена по национальной безопасности. Да, мы приехали, и действительно нас повели в крыло, там, где кабинет Салливана, но кабинет Салливана недалеко от кабинета Байдена. И попросили подождать в комнате. И я вам абсолютно искренне говорю, на тот момент, ты не знаешь реально, куда тебя поведут. Все так организовано, тебе никто ничего не говорит. Тут открываются двери, и выходит, все, что называется, внутренний круг Байдена, все они выходят, один за другим. Кто-то в погонах, звезды, кто-то просто в костюмах. И стою я. Сцена для мемуаров. Да, вот так вот дверь, вот тут стою я. И они выходят, и каждый на меня бросает в буквальном смысле прощальный взгляд.
Как вот знаете, если бы там только что состоялся консилиум врачей, и там решили, что у вас 4-я стадия рака. И вот все выходят к пациенту, говорят: «Привет». И так, и пошел дальше. Каждый из них сделал так. Пожал мне руку, сделал такой сочувственный выдох и пошел дальше. Фантастика, то, что вы сейчас рассказываете. Да, да. Конечно, вы понимаете, какое настроение сразу. Хорошее. А и у них совещание по Украине. Угу. Потому что первый вышел Блинкен, и он говорит: у нас как раз было совещание по Украине. И все эти люди проследовали. Ну и после этого действительно меня повели в овальный кабинет. Вы первый раз там были? Да, был первый раз, потому что я был в Вашингтоне на визите президента, но тогда у президента и у Зеленского с Байдена был как раз ТЭД в овальном кабинете, поэтому нас туда не приглашали. Вот. Мы сели, был Тони Блинкен, была, по-моему, Аманда Слоут из Совета национальной безопасности и Оксана Маркарова. Вот мы в этом кругу мы общались. Ну, разговор был душевный, такой. Долго говорили? Да, я думаю, минут 40. Может. Да. Такой, долго. Да. Ну, они говорят, там, типа, 15 минут, но потом, как говорится, разговор пошел. Понимаете, Байден – это человек, который искренне привязан к нашей стране. Нам действительно повезло, что сейчас именно президент Байден в этот момент возглавляет Соединенные Штаты. Ну, он знает Украину лучше других просто, правда? Да. Я всегда говорю, что с точки зрения национальной политики, национальной дипломатии, самые проблемные послы иностранных государств, либо лидеры иностранных государств, это либо те, кто вообще ничего не знает про Украину, либо те, которые слишком хорошо знают Украину. Вот Байден как раз относится ко второй категории. Вот. Поэтому... О чем он говорил? Ну, он сказал, что у них есть последние разведданные о том, что вскоре все начнется. Так. Вот. Потом, когда уже эта встреча закончилась, я поехал в в Госдеп. Меня там завели в кабинет, и специальный человек показал мне уже ряд фактов, которые... Карты? Не карты, а точки. То есть вот аэродромы, на этих аэродромах стоят такие-то грузовые самолеты, они уже полностью готовы к взлету. Вот. Это был такой момент, когда сквозь меня прошел такой разряд молнии. Я доложил тут же президенту, выйдя оттуда. Президент Байден был... это была для него человеческая встреча. Он хотел... Это эмоция была? Да, это была эмоция. Мы говорили там, знаете, в конце уже о детях. Он о своем сыне, который известный был тоже в Америке человек, и которого, к сожалению, президент Байден потерял. Я рассказывал там о своих детях. То есть в конце это был уже разговор двух людей, и один из которых пережил какие-то страшные утраты в своей жизни, а второй, то есть я, в этом разговоре понимал, что мы стоим на пороге момента, когда мы будем вынуждены, скорее всего, тоже пережить страшные утраты. Он сказал, будет война. Он предложил что-то Байден? Он сказал, что мы вам поможем тем-то и тем-то? Или что он сказал? Он сказал, будет война, мы будем с вами до упора, до конца. Вот это важно. Но он сказал, вы там с Тони пообщаетесь там про конкретику. Но президент Байден, конечно, это авторитетный источник информации, но он президент. Он говорит смыслами. А у нас на руках на тот момент было много кусочков другой информации. Например, у меня была информация о том, что в НАТО состоялось обсуждение перспектив между государствами-членами, перспектив Украины в случае полномасштабной войны, полномасштабной, не локальной. И, в принципе, все сошлись на мнении, что 72 часа
и конец Украине. Вот так. Да, да. То есть то есть тебе говорит президент Байден, мы с вами будем до конца, а ты понимаешь умом, что там уже где-то люди сели умные, посчитали, Конец близок. что до конца 72 часа. Да. Вот. Поэтому это был очень важный эмоциональный момент. Эта встреча состоялась, как я сказал, потому что у Байдена с Зеленским, очень есть, очень особые, но теплые отношения, на самом деле, взаимного глубокого уважения. И потому что я на тот момент, как представитель Украины, оказался в Вашингтоне. И я, конечно, не вышел с этой встречи умиротворенным. Наоборот, я понимал, что мы неизбежно катимся к войне. Когда она там начнется завтра, послезавтра, через 3 дня, это уже вопрос второстепенный. Вот. Но, знаете, был момент, когда Байден показывал мне фотографию своего сына, погибшего, умершего. И он мне говорит: господин министр, вы должны всегда думать о своих детях. Когда тебе в Белом доме, в овальном кабинете президент Байден США. Соединенных Штатов Америки говорит о том, что У меня мороз по коже. это, конечно, хорошо, что ты министр и думаешь о том, как защитить свою страну, но прежде всего ты отец, и ты должен думать о своих детях. Вот, поэтому вышел я оттуда и поехал в Нью-Йорк, где выступал на Генеральной Ассамблее. Это было уже 23 число. Ну и вечером в ночь с 23 на 24 я должен был лететь из Нью-Йорка в Стамбул, а из Стамбула в Киев. И садясь в самолет, я уже начал получать информацию о том, что сегодня ночью. Будет. Да, это уже было там около полуночи. Скажите, но вы президента сразу же проинформировали о встрече с Байденом. Да. Что он сказал? К нему же стекалась информация самая разная. Вот. От военных, от разведчиков, от дипломатов. Вот. Поэтому я передал эту информацию. Президент на тот момент уже условно не спал, не ел, он постоянно жил в этом процессе. Вот. Он воспринял, он сказал: хорошо, это тоже берем, учитываем в общей картинке. Вы знаете, несколько человек из руководства Украины, из высшего руководства Украины за месяца полтора до начала войны и дальше, вплоть до начала войны говорили мне: да не обращай внимания, да это все разводки, да это Путин с Байденом нас хороводят, нас используют, а на самом деле они повышают ставки, никакой войны не будет. Была такая точка зрения в руководстве Украины? Была такая точка зрения у некоторых людей, имеющих доступ к руководству Украины. Но ни президент, ни Зеленский, ни Андрей Ермак, ни Денис Шмыгаль, ни я, как министр иностранных дел, мы не исходили из этого. То есть мы не считали, что это базовая интерпретация событий. Президент с первого дня максимально глубоко, максимально серьезно относился ко всей поступающей информации. Но у президента есть черта, которой я тоже у него научился. Он всегда говорит: если начинаю заниматься каким-то вопросом, я, прежде чем делать выводы, максимально глубоко по кирпичикам этот вопрос разложу. Конечно. Да. Тем более, когда у тебя на кону судьба страны. Поэтому были люди, история уже их рассудит, которые прорывались к президенту и пытались ему эту версию донести. Но еще раз отмечу, что ни президент, ни Ермак, ни Шмыгаль, ни я, мы не считали, что речь идет о каком-то разводнике. Дело в том, что, понимаете, конспирология всегда самая привлекательная. Да и как президент США может разводить? Это же вообще исключено, правда? Теоретически это возможно. Мы знаем, что Соединенные Штаты Америки тоже
в разные годы своей внешней политики не всегда принимали правильные решения. Помните скандал с кольчугой, который Да, так конечно, и не нашли? Конечно. Но Америка всех убеждала, и весь мир на уши подняла, что Украина продала кольчугу в Ирак. Ядерное оружие в Ираке, которое так и не нашли, хотя министр обороны США... Химическое Может, оружие. плохо искали? Да, он сидел, уже пробирку показывал, что вот мы тут достали из Ирака. Нет, смотрите, при всем уважении к Соединенным Штатам, при всей симпатии, при всей эмпатии, но надо сохранять трезвость ума. Ну, конечно. Да, поэтому на веру очень легко оказаться пешкой в чужой игре. И этого не хочется. Ой, конечно. Ну, кроме того, что ты, как бы, у тебя есть какая-то личная амбиция, чтобы играл ты, а не играли тобой. Ты еще понимаешь, что на кону страна стоит. Но такого, чтобы там руководство страны считало, что это все конспирология, нет, этого не было. Первый день войны. Миллионы людей будут еще не раз в своей жизни, много раз возвращаться к этому, вот, к этой реперной точке. Первый день войны. Каким он для вас выдался? Я сидел в самолете Нью-Йорк-Стамбул, заплатил, там подключился к Wi-Fi, понял, что пришла новость, что какой-то борт в Борисполе уже шел на взлет, его с рулежки завернули назад, припарковали, потому что закрыто было небо, русские закрыли. Ну, Это ночь с 23 с 23 на 24. Ну вот так Ночь. сложилась, да, так сложилась судьба. То есть я 23 числа заканчиваю командировку в Соединенные Штаты, куда я поехал по поручению президента. Сажусь в самолет, и тут новость, ну там же всем это соцсети, все бурлят. Да. И тут я вижу в Борисполе новость, что в Борисполе самолет шел на взлетку, его развернули и назад припарковали. Я все понял и Все поняли? написал, конечно, я написал сразу сообщение помощнику, что нужно перебивать билеты Стамбул-Киев на Стамбул-Варшава. Вот. И я обычно очень хорошо сплю в самолете на этих дальних перелетах, не смотрю кино, просто засыпаю. Было не до сна. Но тут я всю ночь не спал, я провел просто, следил за новостями. Утром по европейскому времени я уже прилетел в Стамбул, через, по-моему, 2 или 3 часа сел на борт в Варшаву. Я летел, это был, кстати, единственный момент за всю войну, когда я не смог сдержать слезы, чуть-чуть всплакнул. Потому что я сидел в самолете, рейс Стамбул-Варшава, и уже все стюардессы были с украинскими флажочками. Они все там надо мной крутились. Как трогательно. Не потому что я министр, а потому что я просто украинец. И тут ко мне подходит, там за пару кресел от меня сидела пара, подходит молодая женщина, говорит: я вас узнал. Я говорю: я вас нет, но мне тоже приятно познакомиться. Она подсела ко мне и говорит: у меня дети, 2 детей с няней, сейчас на Оболоне. Мы с мужем возвращаемся из бизнес-поездки. Скажите, вы, наверное, скажите, что нам делать? И прорываться к ним в Киев, либо вывозить их из Киева во Львов. А ты сидишь, у тебя там, ты в воздухе летишь, и люди, по сути, судьбу своих детей и свою тебе вверяют в руки и говорят: прими за нас решение. И мы с ней нормально поговорили. Я ей все-таки посоветовал не ехать в Киев, а прямо сейчас по приземлению в Варшаве организовывать эвакуацию. Но она сказала спасибо большое, ушла. И я отвернулся, честно говоря, к окошку, и у меня ком, просто нечем было дышать, был ком в горле. Вы заплакали. Честно скажу, что 2-3 слезы покатились. Это был первый момент, когда ко мне пришло полное понимание того масштаба трагедии, которая сейчас развернется. Вот. И это был единственный момент, когда за всю войну, когда я позволил себе эмоции. Потом я приехал в Варшаву, и выхожу из самолета, мне наш посол говорит: Дуда хочет вас принять.
Дещица, говорит, да? Да, да, да. Я говорю, ну, хочет, понятное дело, поедем. Я приехал в их Совет национальной безопасности, такая закрытая, закапсулированная комната. Там был президент Дуда, Ярослав Качинский. Все военные, карта уже была, там все. Ну так, был такой важный политический момент. Они говорят, смотрите, мы будем с вами столько, сколько вы будете воевать. И после этого я на машине выдвинулся к границе с Украиной. И часа, наверное, в 3 утра в ночь с 24 на 25 я добрался до границы. И в этот же момент приехали мои дети, мои родители и мои собаки. Я всех обнял, поцеловал, почесал за ушком. И я въехал в Украину, а они выехали из Украины. Ну и все, и потом уже я был во Львове. Во Львов я въехал под звук воздушной сирены. И уже там был, ну, уже в этот момент ты думаешь только о работе. У тебя уже мозг, у тебя нет никаких эмоций, у тебя мозг работает только на решение конкретных задач. Скажите, паника изначально, в первые дни войны, в руководстве была или нет? Нет, да не, вообще не было. Вот как было? Ну, мы все были на связи. Президент, Ермак, премьер, Стефанчук были в Киеве. Телефон, понятно, разрывался там от сообщений, звонков, всего. Все нарезали задачи. Все в ручном режиме? Все было в ручном режиме. Правда жизни в том, что как ты к войне не готовься, все равно она тебя поставит перед миллионом неожиданных задач. Вот. Не, паники не было. Я слышал голос президента. Ну, как бы я не видел его, не был в Киеве физически. Но когда он звонил, он был очень сосредоточен, жесток. Вот. Ермак звонил, тоже как бы мы там обсуждали какие-то шаги. Не было, честно, не было страха, не было паники. Была злость и было желание выжить. Ну, не физически самому себе, а показать, что эти твари, эти животные проиграют, что мы выстоим. Вот это был очень сильный драйвер. Угу. Был момент, где-то на, по-моему, 4-й или 5-й день войны. Мне позвонил президент, нарезал задач и говорит, и такая пауза зависла, и я понимаю, что он не кладет трубку, я всегда стараюсь минимально его там нагружать чем-то. И он говорит, а вообще, говорит, знаешь, мне так жаль, что ты сейчас не в Киеве и не видишь, как мы бьем русских. И в нем прозвучало вот это вот. Вот я тогда услышал в нем вот эту абсолютную 200% заряженность на борьбу. И это вообще так, ну, эпохальная трансформация. То есть президент, который пришел с повесткой мира, который искренне верил в мир и хотел этого мира, когда ему навязали войну, это не был наш выбор, но когда ему навязали войну, он принял этот вызов в секунду. И он понял, ладно, раз мы воюем, раз мы убиваем, значит, мы воюем и убиваем. И тогда, когда я в нем услышал это даже сложно назвать там каким-то железом, это была такая энергия борьбы. Вам она передалась тоже? Да, это, конечно, президент — это вообще такой человек, от него очень легко передается любая энергия. И позитивная, и негативная. Он очень сильный сам по себе энергетический человек. Вот. Поэтому, честно, не было ни страха, дети были на тот момент в безопасности. Это самое главное. Да. Все остальное — это была моя судьба, мой выбор. Я подписался под этой историей. И я для себя внутренне принял решение, что я буду с президентом, со своей страной до конца. То есть, ну,
как бы, когда ты для себя внутренне принял, когда ты сомневаешься в чем-то, да, это тяжело. Сложно. А когда Когда ты принял для себя да. решение, ты эти оковы с тебя сброшены, да, все становится очень простым. Когда впервые вы увидели президента, каким он вам показался при встрече? Да, честно говоря, таким же. То есть энергичным, сильным, уверенным. Первое, что меня удивило, это такая абсолютная спокойная уверенность в победе. Угу. То есть ты заходишь, так, ну, ты же новости читаешь, получаешь какие-то сводки, информацию. Но тогда действительно, когда мы поняли, что мы можем их бить, и достаточно эффективно, когда партнеры страны, они как люди. Все страны, знаете, делятся на 3 категории, да, изначально. Первые, которые за тебя, просто потому что они за тебя. Да. Это узкий круг. Давайте скажем, кто это. США, Великобритания, да, это были Польша, США, Великобритания, Польша, Балтия. В принципе, Центральная Европа. Румыния, надо упомянуть. Да, да. Чехи молодцы, Словакия. Ну, как бы они были за нас. Так. На том полюсе страны, которые против тебя, их тоже мало. Это там вот условная там группа дружбы России. Да. А по центру... Выжидающие. Да, это те, которые всегда хотят быть на стороне победителя. Да. Конечно, если бы, не дай бог, прогнозы великих аналитиков западных оправдались, и там через 72 часа Киев пал, то те страны, которые сейчас бьют себя в грудь и говорят, так мы ж всегда за вас были и будем с вами до победы, они бы совершенно спокойно занимали другую позицию. А когда прошло там пару недель, и стало понятно, что мы стоим крепко и способны их сдерживать, и бить врага, что называется, конечно, ты видишь, что страны тоже начинают к тебе тянуться. А это уже вдохновляет. Плюс нам удалось тогда первые действительно мощные санкции применить. И я понял, что этот перелом произошел, он произошел в нашу пользу. И это придавало уверенности. Вы понимали, что экономика летит в тартарары? Да. Это президент, кстати, был его главный сдерживающий фактор от более открытой подготовки к обороне страны. Потому что его линия была такая. Он говорил, ребята, смотрите, ну сейчас как бы даже политически выйти, сказать, все, мы там разворачиваемся, это легко. Но мы должны понять, что курс сразу улетит, инвесторы улетят, экономика побежит. Ну и так улетела и побежала. Да, но мы могли оказаться в куда более худшем положении еще до начала войны, а не через там, несколько месяцев после ее начала. Каждое заявление Соединенных Штатов Америки о неизбежности войны вечером в газете, утром в памфлете. Так и тут. Вечером заявление, утром курс просел. Да, конечно. Надо было найти баланс между подготовкой страны к обороне и удерживанием экономики на плаву. И президент, как бы это была его задача, в принципе, он с ней справился. Но, конечно, когда началась война, тут уже готовься, не готовься, все понеслось. Что с информационной составляющей? Она крайне важна. Вот вы же занимались ей наверняка. Ну, смотрите, сейчас самый узнаваемый и мощный бренд Украины в мире сегодня – это президент Зеленский. Да. Ну, это как бы факт. Да, конечно. И, конечно, когда у тебя есть такой ледокол, ну, будем откровенны, работается легче. Второй фактор, конечно, история абсолютно черно-белая. То есть конкретно одна страна напала на другую, это борьба добра со злом, это борьба прошлого с будущим. То есть там уже можно развивать нарратив. Когда у тебя серая зона максимально сужена, то тем, кто хотел бы в ней спрятаться, ну, там все не так однозначно, понимаете, тоже легче. Они вынуждены занимать позицию. Ну и третий фактор – это, конечно, система. Я всегда говорю, что система бьет класс. Я
с футбольных времен Валерия Васильевича Лобановского, Порядок покойного. бьет класс, да. Да, всегда Да. мы помним, он говорил эти слова. Не команда звезд, а команда звезда. Да. Вот. Это, кстати, когда ты этим руководствуешься, когда ты понимаешь, что надо работать системно, надо наладить как бы механизм коммуникационный, то он дает свой результат. Но война информационная, ну, в ней же не бывает окончательных поражений или окончательных побед. Это бесконечный процесс. Поэтому будут, несомненно, русские наступления, будут наши контрнаступления, будут наши наступления, их контрнаступления. Классический пример – это вот эта история про то, что якобы западное оружие расползается из Украины по миру. Вот классический пример – Сталинградская битва в информационном пространстве. Переговоры с россиянами. Вы участвовали в каких-либо переговорах за время войны? Я лично в них не участвовал, потому что был избран такой формат, в который не вовлекались министры. Ну, вот это, если вы имеете в виду этих делегаций. Мой представитель, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, был постоянно в процессе глубоко, поэтому мы понимали, что, как МИД, что происходит, и могли корректировать процесс. У меня был один контакт, одни переговоры прямые с Лавровым в Анталии при посредничестве Чавушоглу. Вот. Это был единственный раз. Как он себя вел? Это наглая рожа, простите меня за эмоцию. Ну, лошадиная. Первое, скажу вам, не такой страшный черт, как его малюют. Ну, то, что он черт, мы не сомневаемся. Вот. Он был не уверен в себе. Не уверен? Нет. Ага. Он придерживался строго, 100% официальной линии, неонацисты. То есть было как, мы заходим... Да, вот такое чесал. Да, мы зашли в комнату. Я плюс 2 человека с моей стороны, Лавров плюс 2 человека с его стороны, Чавушоглу плюс 2 человека с его стороны. Кто с Лавровым был? Карасин? Да не, там был этот Руденко, зам его, который как раз принимал участие вот в этих делегациях. С прекрасной украинской фамилией. Да, они все эти манкурты, их там полно. Самые худшие украинофобы это выходцы из Украины, присягнувшие империи. Стремящиеся доказать, что они с ней. Да. И вот в комнате на 9 человек, без прессы, без никого, я с самого начала сказал: господин министр, мы до этого, вы про меня и мою страну наговорили много публично. Я про вас и про вашу страну много говорил публично. Но я предлагаю, вот пока мы тут нас 9, давайте это все вообще забудем. Просто. Вы дипломат. И откровенно поговорим. Что вы хотите? Ну реально, что вы хотите? И он просто в ответ начал нести всю эту пургу про денацификацию, демилитаризацию. То есть у него, если я до этого считал, что он, может, все-таки не верит в это все, а просто как бы отрабатывает, в Анталии я вышел с этой встречи 100% убежден, что он верит во все то, что он говорит. Он рассказывал, тогда, помните, Мариупольский роддом разбомбили? Да, конечно. Он рассказывал, что все фотографии беременных – это фейки, это монтаж. Он пытался, что там начал про русский язык рассказывать, притеснение. Я говорю, что вы мне рассказываете? Я из Восточной Украины. Я вообще вырос все лето своей жизни я провел в Сумской области и в Полтавской области. Я знаю прекрасно, что такое русский, что такое суржик, которого вы не знаете. И все всегда общались, и нормально было, без проблем. Он ответил гениальным аргументом. Он говорит, он сидел такой, ерзает. Он говорит, вот я ваши слова воспринимаю так, что в глубине души вы не согласны с политикой нацистского режима по борьбе с русским языком. Но как часть этого режима вы не можете себе напрямую, высказать свое мнение. Ну, то есть, когда человек уже напрямую, вот в этом формате такие вещи. Да. Потом он вышел, мы договорились заранее с турками, с протоколом, поскольку турки любят всех мирить всегда. Мы с ними заранее договорились. Я сказал, никаких рукопожатий. Да. Фотографий. Никаких совместных фотографий.
я зайду в кабинет после того, как зайдет он. Чтобы он был уже на своей территории. После встречи мы расходимся в разные стороны на пресс-конференции. Вот. Он пошел на пресс-конференцию, еще помог нам информационно, сказал, что Россия не нападала на Украину, там что такое. Вот. Поэтому, в принципе, если не иметь страха перед русскими, их можно побеждать. Даже и в том числе за переговорным столом. У нас этого страха нет. Нас война избавила от страха. Война, которая началась в 2014 году еще. Да. А вот то, что я сказал эту фразу, что если нет страха перед русскими, то их можно побеждать, это тот нарратив, который мы пытаемся объяснить теперь нашим некоторым партнерам, которые за нас, ну, например, мысль о поражении России для них просто это как бы, ну, это как мир разваливается. Почему? Так вот я им и говорю, вы должны избавиться от этого вашего глубокого, укорененного страха перед Россией. Не бойтесь их побеждать. Вы можете это. Они намного слабее, чем вам кажется. Врага нужно уважать, ну, как твоего врага. Не нужно там шапкозакидательством заниматься. Но избавьтесь от страха. Потому что если вы боитесь, Путин это очень чувствует. У него на это животный инстинкт. Роман Абрамович, его роль в переговорах между Россией и Украиной действительно такая большая, как об этом говорят? Или это серьезное преувеличение? Ну, представляете, у вас война. Ничего еще не ясно. Ну, все в самом. И тут приходят и говорят, есть человек, который имеет прямой доступ к Путину. Вы бы отвергли услуги такого человека? Нет. Не отвергли бы. Ну вот и президент тоже не отверг услуги. Но роль его в этом процессе, как она представляется в медиа, она, безусловно, преувеличена. 16 июня в Киев приезжают канцлер Шольц, Макрон и премьер Драги. И президент Румынии Йоханнис. Да. А вот тут вопрос. Значит, как мне сказали, они приехали, особенно эта тройка, приехала убеждать Владимира Зеленского немедленно садиться за стол переговоров с русскими и решать вопрос. А каким образом решать? Крым 15 лет аренда, Донбасс, вот я сейчас все спрошу, Донбасс, значит, тоже как-то отходит к России, остальное Россия оставляет Украине и расходимся в разные стороны. Узнав об этом, 17 июня в спешном порядке сюда прибыл Джонсон, который не собирался сюда приезжать 17 числа, но, как мне сказали, летел самолетом с Лондона до Польши, оттуда чуть ли не машинами ехал до Киева и за полдня добрался до Зеленского и сказал, ни в коем случае, никаких переговоров с русскими, мы не для того с американцами вам помогаем, чтобы вы сейчас пошли на эти позорные условия. Все это правда или нет? Все это неправда. Так. Вот мы с вами сейчас вдоль Михайловского собора ходим, поэтому Господь не даст соврать. Это красивая история. Мы понимаем. Вы знаете эту историю? Да, конечно. Я же тоже читаю Facebook. Я живой человек и присутствую в украинском информпространстве. История эта привязана исключительно к вопросу кандидатства на членство в Европейский Союз, к которому Борис Джонсон с объективных причин глубоко равнодушен. Конечно. Дело в том, что у нас очень тяжело рождалось решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. И когда оно все-таки вызрело, и мы поняли, что мы туда идем, это было буквально за несколько дней до 16 числа, конечно же, включился следующий механизм. 17 июня Европейская комиссия должна была представить и представила рекомендацию государствам-членам ЕС предоставлять кандидатство или нет. Как только стало понятно, что консенсус есть, и Шольца и Рютте, как два последних бастиона, уговорили. Шольц и Рютте были два последних бастиона. Ну, из тех... Германия и Нидерланды. Да, из тех, кто
Это отдельная эпическая история, как меня президент отправил в Германию и в Нидерланды адвокатировать кандидатство. Но это отдельное интервью. И когда понятно стало, что они согласились, тут же лидеры решили, а что эта Европейская комиссия должна забирать на себя лавры политические. Поэтому они приехали с одной целью – сообщить Украине и всей Европе и всему миру о том, что Украина будет кандидатом в члены в Европейский Союз. Тема переговоров с Россией, тема каких-либо уступок вообще не обсуждалась. Тем более, что до этого президент Зеленский со всеми этими лидерами отдельно общался, и они поняли, что это вообще не летает. А склоняли, да? Нет, они говорили, что переговорам... надо Путину дать сохранить лицо. Хотите мороженого? Я люблю мороженое, да. Возьмем? Давайте, да. Давайте я вас угощу. Добрий день. А можна мені в стаканчику є якось біле? А от, хрещатик І пломбір. мені Да. білий теж, так. Да. Дякую. Скільки це? 80. Не кожного дня міністр пригощає. Да, це точно. Так. Давай. Вы представляете, чтобы так по Москве гулял Лавров с каким-нибудь российским журналистом, и мороженое еще есть. Ну, поэтому же Украина... Теми Украина отличается Украина от не России. Россия, как Да. классик. Как Леонид Данилович сказал. Классик Да. утверждал, да. А є пакет? Можно. Спасибо большое. Да. То есть склоняли, да? Ну, давайте Не, они сюда всегда завернем, говорили- хоть посмотрим на склоны. Они всегда говорили переговоры. Ну, это мантра, это святое. Мгм. Но какие-либо формулировки, типа там Крым на 50, на 100 лет, Донбасс, это не было предметом, никогда не было предметом предложений с французской стороны, с европейской стороны. Но на ранних стадиях войны фраза «Путину надо сохранить лицо» звучала. Активно. Это было, да. Макрон был главным проводником этой фразы. Ну, не это, скажем так, не это, я же все-таки должен остаться тут дипломатом. Скажем так, президент Макрон Ни Макрон и ни Шольц. Нет, Да. мы не о них. Президент Макрон верил, что с Путиным нужно как-то поддерживать дальше диалог и общаться. Какой город прекрасный. Посмотрите, разве можно такое Да. Путину отдавать? Фантастика. Никому, все наше, никому не отдадим. Я помню, когда я приехал в Киев, и город был мертвый совершенно. Ага. Тоже такой уникальный опыт, когда ты в мертвом городе. И вот это, когда с каждым днем город начал оживать, это тоже на самом деле вдохновляло. Потому что, я фанат Киева, я в силу работы и жизни с родителями много лет провел за границей, но я всегда стремился вернуться только сюда. И я не представляю, какой может быть жизнь за рубежом. Я когда весной... А когда Блинкен приезжал? Когда приезжал Блинкен, когда я сидел с ним в кабинете? В мае, да. Угу. В мае Блинкен приезжал, мы с ним в кабинете сидели вдвоем. Он там, говорили об эскалации, что там Путин хочет, куда все идет. Я говорю: Тони, смотри, я хочу, чтобы ты меня лично очень хорошо понял. У меня есть амбиция личная. Поколение предыдущих государственных деятелей Украины, которые боролись за свободную, интегрированную в цивилизацию Украину, они все закончили свою жизнь написанием мемуаров в экзиле. У меня есть личная амбиция, я свои мемуары напишу в Киеве. Дома в успешной, европейской, независимой и очень сильной стране. Поэтому Достойно. у меня есть шкурняк тут, у меня есть тут личный интерес. Поэтому этот город, в нем столько силы, он очень вдохновляет, укрепляет. Сила, конечно. Сила. Понятно мне по поводу этих ребят, которые пытались сохранить Путину лицо. А Джонсон почему приехал в Киев 17 числа? Джонсон приехал, потому что Украина является частью его политической вообще истории, политической жизни. Обратите внимание, когда он
выступал с прощальной речью в парламенте, там, где он сказал «Hasta la vista, baby», он свое политическое наследие сформулировал в 3 пунктах. Первый – держитесь Америки. Второе – помогайте Украине. А третий я забыл. Но что-то там было. Первые два уже очень хорошие. Исчерпы. Да. Поэтому Джонсон приехал сюда, потому что это было важно для него лично, для его внутренней политики. Но ни в коем случае вот эта вся история о том, что кто-то президента куда-то склоняет, а потом приезжает Джонсон и все останавливает, это красивая выдумка от А до Я. Прежде всего, потому что Зеленского, в принципе, невозможно никуда склонить. Если он во что-то верит, то он железобетонно эту позицию держит. Вы огромное количество людей видели на самых высоких этажах власти в разных странах. Кто произвел самое яркое впечатление? Джонсон, конечно. Джонсон? Да, это... Чем? Это, во-первых, это человек гигантского интеллекта. И вот эта тонкость британская в нем смешивается с внешней такой рабоче-крестьянской натурой. Глубочайший интеллигент. Второе, даже просто английский, которым он говорит, приятно слушать. Второе, человек харизмы, человек поступка. Вот этот приезд его первый в Киев. Да, там, прогулка. Да, его позиция, которую он всегда там не пытается вуалировать, а озвучивает. Вот. Ну и третье, я еще до того, как стал министром, прочитал его книгу «Фактор Черчилля», признал в нем еще и талантливого писателя, поэтому проникся к нему особой симпатией. Кто еще оставил яркие такие впечатления? Из последнего очень сильное впечатление на меня произвел президент Гватемалы. Да. Человек, с детства страдающий рассеянным склерозом, ходящий всю жизнь на костылях. То есть я тут 2 месяца походил на костылях после того, как ахилл порвал. Знаменитое фото было. Да. Вы оба на костылях. Да? Он всю жизнь на костылях. Он сказал себе, что он станет солдатом и стал морским пехотинцем в Гватемале. Фантастика. Стал офицером. Потом, несмотря на болезнь, сказал, что он станет президентом. И с 4-й попытки выиграл президентские выборы в Гватемале. Ну, это человек железной воли. Тоже остроумный, очень такой интересный в общении. Наша, знаете, проблема внешней политики, точнее, проблема восприятия нашей внешней политики народом в том, что она очень Европа-Америка-центрична. А в мире огромное количество очень интересных стран, очень интересных людей, харизматичных, сильных, меняющих историю не только своих стран, но и историю планеты. И это было с момента, когда я стал министром, у меня была мечта как раз открыть вот эти новые горизонты для Украины и для украинцев, которые должны видеть, что есть мир намного больше. Слава богу, президент как бы абсолютно на той же волне, точнее, я на той же волне, что и президент. Поэтому обратите внимание, он сейчас там постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими лидерами. Мы впервые там премьер-министр Австралии приезжал в Украину. Да. То есть вот мне в профессиональном плане... Завоевание мира. Вот это завоевание мира, да, я вот просто кайфую от этого. Вы знаете, президент избрал очень интересную, на мой взгляд, манеру общения с западными лидерами, и не только с западными. Я думаю, на это обратили все внимание. Мне вот интересна ваша точка зрения как главного дипломата Украины. Мне это нравится. Я за многое раньше критиковал президента, но есть вещи, которые мне очень нравятся. Мне нравится, как он жестко, недвусмысленно, без лишних слов разговаривает с западными лидерами. И в результате иногда хамит им, кстати. Иногда хамит и по делу, и правильно, потому что они иначе не понимали. И это приносит для Украины, на мой взгляд, серьезные плоды. Это новая трактовка дипломатии, новое понимание вообще процесса. Для Украины, конечно. Это возвращает нас к началу разговора. Понимаете, в принципе, там, в 90% случаев
исторически западные лидеры привыкли, что Украина там покоряжится, что-то там займет позу, но в конце концов мы их доломаем и уговорим. Где-то лаской, где-то давлением, где-то угрозами. И когда они столкнулись с Зеленским, позиция которого будет вот так, они-то по привычке думают, ну хорошо, мы сейчас проявим уважение, еще там пару недель потанцуем друг вокруг Украины, а потом она согласится. Они 2 недели потанцевали, а все равно позиция Украины вот так. Это начало их удивлять. И, конечно, их первая реакция была, нет, это не конструктивно. Ребята, вы стали неконструктивны. Я им говорил всем, мы для вас стали неконструктивны, потому что мы перестали прогибаться под вас. Да. Ну, мы требуем мы справедливо ожидаем от вас какого-то уважения и принятия того, что наши позиции могут быть разными. Они, конечно, им больно, но с этим свыкнуться, но все получается. А какие самые тяжелые, драматичные, может, моменты во время переговоров у вас были? Вот такие, когда, ну... У меня самые драматичные были онлайн-переговоры с министрами иностранных дел Европейского Союза по поводу отключения России от SWIFT, русских банков. Да. Это был Армагеддон. Но... Не хотели, да? Нет. Опять же, люди считают, на тот момент они все-таки пытались малой кровью. И пришлось войти в прямую конфронтацию, то есть поименно называть коллег, говорить, как вы можете, сидя в Брюсселе, в тихом, спокойном зале, так себя вести, когда здесь самолетами из самолетов бомбят города и люди умирают. Но если коротко, то мои переговоры свелись к вопросу: совесть у вас есть? И совесть появилась к концу. Нашли. Да. И они очень тяжело, скрипя сердцем, но отключили первые русские банки от системы SWIFT. Скажите, нервное напряжение вот эти почти 6 месяцев зашкаливает? Вот как вы же молодой человек еще, как вы ощущаете? Я думаю, очень хорошо, что... Я об этом думал недавно. Мне кажется, очень хорошо, что в целом команда президента сейчас, такая, скажем, в расцвете сил, как это. Я мужчина в самом расцвете сил. Потому что нервная система еще способна выдерживать эти нагрузки в долгом забеге. Вот. И я не знаю, какие будут наши нервы лет через 10, когда начнет отпускать. Это опять же, как мой отец. Он всю жизнь такой очень собранный, мотивированный. Через все дипломат. Поднимал, как говорится, любой вес в жизненных вызовах. А потом и всегда был супер такой просто атлет. А потом, после 60, просто одно за другим начало вываливаться. И врачи ему говорят: Иван Дмитриевич, а что же вы думали? Можно жить, не щадя себя, и надеяться, что в конце все будет хорошо? Конечно, системы начинают вырубаться под давлением накопленным за годы. Мы сейчас накапливаем, конечно, безумное давление на организм, но очень хорошо, что мы молоды, здоровы и энергичны, и способны выдерживать его сейчас в интересах нашей страны. Сколько вы спите в сутки? Я, кстати... Я не сплю. Нет, я сплю. Я стараюсь спать 7 часов. Давайте вот так пройдемся красиво и там выйдем. Да. Так. Я стараюсь спать 7-8 часов железно. Я заставляю себя спать. По одной простой причине, потому что я знаю свой организм. И если я буду лишен сна, то моя эффективность начнет... Будет снижена, да. Но то, что я начал делать, я на каком-то этапе понял, что в такие моменты ты сидишь на работе, и вдруг тебя выключают. То есть ты эмоционально, физически опустошен. Ты не хочешь спать, ничего. Ты просто хочешь сидеть с открытыми глазами и не двигаться.
Я пошел к врачу, врач прописал мне таблеточки, и, в принципе... И жизнь стала в розовом свете. И жизнь стала лучше, да. Как нога у вас? Что, кстати, с ногой произошло? Вы прихрамываете немножко? Да, я люблю баскетбол. Так. И, конечно, началась война, никакого баскетбола. Но потом прошло 4 месяца, я вдруг как-то так очнулся и думаю, не, ну надо что-то сделать, надо какое-то разнообразие внести в жизнь. Я сильно поправился на тот момент, ну, потому что, да, там постоянно ты ешь все подряд, бутерброды, колбаса, картошка, все, что подвернется под руку. И пошли мы с ребятами сыграть в баскетбол на одно кольцо. И час мы играли совершенно прекрасно, все были счастливы. А в конце я подпрыгнул в борьбе за мяч, вот, кстати, с ним, с этим молодым человеком в зеленой футболке. Так. И Хоть нашли виноватого. Да, но врач его спас потом. Он его реабилитировал. И я приземлился, и у меня было четкое такое ощущение, что мне кто-то носком ноги, ну вот сюда, вот, я даже не смогу поднять, ну, там, где стык ступни и лодыжки, вот так просто въехал. Конечно, был сразу обвинен Георгий в этом преступлении против основ национальной безопасности. Это русский агент. Да, но я, конечно, решил, что ничего такого не случилось, просто ушиб и даже пытался восстановить игру, но понял, что прыгать я не могу. Потом я, как обычно, подумал, что ну ничего, само пройдет, но через 2 дня нога разбухла, я пошел на МРТ, и врач сказал, что я порвал ахилл, и реабилитировал Георгия, сказав, что когда рвется ахилл, то именно такое ощущение, как будто тебе кто-то носком въехал или металлической палкой. Поэтому я сделал операцию, 8 недель на костылях, а сейчас вот я уже хожу, но еще хромаю, потому что мой сшитый ахилл должен вернуть себе эластичность, а мышца, как тонус. Украина сегодня замечательно, на мой взгляд, говорит о том, что нужно признать Россию во всем мире государством-террористом. Потому что Россия является по факту государством-террористом. Насколько велика вероятность, что это случится? Велика. Чем дольше будет война, тем больше будет вероятность. Есть во всем мире статус государства терроризма – это как бы политическое клеймо. Но в одной стране мира статус государства-спонсора терроризма – это конкретные юридические последствия. Соединенные Штаты. И это Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы уже видим, как начинают разные страны там принимать решения, говорят о России как о террористе. Но это политические оценки. Мы сейчас работаем, и это задача. Я вчера президенту отправил сообщение там, с одним результатом работы. Он мне пишет, лучше пусть США признают государством террористом. Я говорю, так точно. Вот, то есть он лично контролирует этот вопрос, я определил его как приоритет. Вот, поэтому американцы как бы пручаются пока что, потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией. Но это может произойти. Ну, мы работаем над тем, чтобы это произошло. Главное, Россия над этим работает. То, что они вытворяют, да. Россия помогает сильно. Жаль, что ценой наших жизней и разрушений нашей страны. Да. Но они, не покладая рук, вносят свой вклад в копилку. Президент выступил с инициативой, которую вы поддержали, и которую поддержал уже целый ряд правительств и Сейм и так далее разных стран о том, чтобы россиян прекратили пускать на Запад. Это прекрасная история, на мой взгляд, потому что если вы хотите русского мира, сидите в своем русском мире. Да. Конечно. В своей луже сидите, и никого не трогайте, и не едьте в эту загнивающую Европу. Насколько пойдет Европа на то, чтобы прекратить пускать русских россиян? Вся Европа не пойдет. Не пойдет. Не пойдет, но что такое с физической точки зрения въезд для русского человека? Напомню, что действует визовый режим между Россией и Европейским Союзом. Поэтому ты должен, и Соединенными Штатами, и Канадой. Поэтому ты должен получить визу.
Выдача визы – это, в конце концов, национальная политика каждого государства-члена ЕС. Потом есть второй уровень. Что такое въезд россиянина в Европу? Есть физический въезд на машине, на поезде, на автобусе. Он возможен через Финляндию, краины Балтии и Польшу. Если эти страны закрываются, не выдают визы, не пускают даже по действующим визам, то, в принципе, ты пассажиропоток в Европу гасишь практически до нуля. Ну, самолеты. Остается только один обход. Ты летишь в Турцию, Да. в Стамбул, в Стамбуле пересаживаешься. Но ты уже, условно говоря, там со 100 до 20 сокращаешь пассажиропоток. Поэтому ключевым является сейчас принятие решений хотя бы этими странами, а потом будем уже додавливать полноценное решение. Я хочу вас спросить о тех россиянах, которых немного, но которые на самом деле поддерживают Украину, выступают против войны, которые ненавидят Путина. Как сделать так, чтобы им не перекрыть въезд в Европу? Как отсортировать непотреб от нормальных людей? Ну, первое, ненавидеть Путина и уважать Украину, не то что поддерживать, а уважать Украину, это две разные истории. Мы все, мы все знаем классический пример Иосифа Бродского, гениального поэта, который ненавидел всем сердцем систему и желал, Украину заодно. и желал хорошего, светлого, свободного будущего России. Но как только дошло до независимости Украины, весь вот этот тошнотворный оскал русской души проявился сполна. Встретить свадьбу – это добро? Конечно. Да, вот мы ее встретили. Особенно если это не твоя свадьба, то вообще самая большая удача. Вот и невеста, вот и жених. В Киеве Дай свадьбы. Я хочу сказать, нас смотрят во всем мире. Посмотрите, в Киеве свадьбы. Киев живет. Вот разбитая техника орковская стоит. И здесь же свадьба. Здесь вот же это новая, Киев. И здесь же новая семья рождается. Вот это Киев сегодняшний. Да. Да, вот ваши фанаты пришли. Да. Участники Может, и свадьбы. ваши, может, и ваши. А с вами можно сфотографировать? А вот, нет. вот и ответ. Чьи фанаты? Дмитрий Иванович, Да. И по россиянам. В каждой стране есть, первое, статус политического беженства. Да. Второе, исключение на въезд по гуманитарным причинам. То есть мы должны понимать, что мы реально говорим о единичных случаях. Конечно. И в этом трагедия России современной. Потому что количество здравомыслящих людей свели до единичных случаев. Есть же такие, как Макаревич, Шендерович, Галкин, там, Каспаров и так далее. Есть люди, которые поддерживают Украину активно. Я уверен, что для них могут быть найдены решения, как я сказал, там, на гуманитарных основаниях. Но в целом, конечно, русский народ разделяет ответственность Коллективная ответственность, с конечно. президентом Путиным за эту войну. Вы только что вспомнили Турцию. Скажите, а вот политика Эрдогана, вы же хорошо с ним знакомы, вы с ним не раз встречались. Вот он за нас вроде, да, он дает Байрактары, спасибо ему большое. Не будем забывать, что руководит производством Байрактаров его зять, хозяин Байрактаров, по сути, да. И тут же он едет в Тегеран, встречается с Путиным, жмет ему руку. Потом он едет в Сочи, жмет Путину руку в Сочи. Это вообще нонсенс. После преступлений, которые Путин совершил, жать руку этому человеку, если ему можно так назвать, он не человек, невозможно. Почему Эрдоган так себя ведет, и нашим, и вашим? Древние традиции османской дипломатии никто не отменял. То есть, если коротко сказать про Турцию, про ее внешнюю политику сейчас, то это сотрудничество в военно-технической сфере с Украиной и сотрудничество в торгово-экономической сфере с Россией. То есть, помогая нам противостоять России на фронте, объективно, это Турция делает, они зарабатывают деньги на России. Османская империя. Есть такое, да. Когда закончится война? Нашей победой. Понятно, что нашей победой. А когда? Не знаю, никто не может, никто ни в одном кабинете мира не может предсказать эту дату.
Но вы для себя какие-то временные рамки понимаете? Это может произойти в этом году, в следующем? Или это годы? У меня нет права устанавливать себе какие-либо временные рамки. Меня часто в интервью и в общении министра иностранных дел спрашивают, а сколько вы еще продержитесь? Я говорю, вот у вас, а я им отвечаю всем, что вот у вас неправильная, в принципе, оптика. Да. Вы вместо того, чтобы спросить, а что еще вам нужно надо? сделать, чтобы победить Путина в кратчайшее время, вы такое ощущение, что все ждете, когда мы завалимся, и проблема исчезнет сама собой. Они, конечно, так болезненно реагируют на мои ответы, но это правда. Поэтому я не имею права себе установить какой-либо дедлайн. Мы будем бороться столько, сколько будет нужно для победы нашей страны. Спецтрибунал для Путина и этой банды будет? Да, не быстро, но трибунал за совершение конкретно преступления агрессии, там, который должен осудить лично Путина и всю его ближайшую клику, история этот трибунал, точнее, мы поможем истории создать этот трибунал. Будущее России каким вы видите? Будет сложнейший период после смерти Путина. Сложнейший. Потому что страна отвыкла жить без своего кормчего. В голове. Абсолютно, да. И этот период будет нести Украине не меньшие проблемы, чем сам Путин. Единственное, что будет лучше, что, конечно, у Путина есть личная вот это вот obsession, да, насчет личная одержимость, вот умные люди подсказывают, личная одержимость Украиной. Он же, в принципе, был достаточно успешным лидером, но трижды в жизни он обжегся, и все три раза это была Украина. Да. И, конечно, мы для него личное оскорбление. Вот. Но я знаю, все там сейчас обсуждают, распадется Россия или нет. Я в эти темы не вникаю, это очень пока гипотетический сценарий. Я понимаю трезво, что пока Путин жив, будет приблизительно так, как есть. После него Россия попадет в глубочайший кризис, из которого выйдет новая Россия. Либо еще более деспотичная, либо более свободная. Но если она будет свободная, то вскоре после этого этапа она опять сползет в деспотию, потому что вопреки святой вере европейцев, европейских интеллектуалов, что свобода в России возможна, Менталитет. практика Увы. историческая показывает, что это не так. Украина. Европейский выбор и стратегический союз США. Как это объединяется? Потому что на самом деле выбор И с сейчас... Великобританией, я Да, хочу сказать, что очень важно. Выбор сейчас такой. Либо ты Запад, либо ты Восток, либо ты пытаешься... Либо тебя нет. Пока еще есть, но ты пытаешься быть между всеми. Мы однозначно являемся частью Запада. А это Соединенные Штаты, это Великобритания, Канада, Европейский Союз, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Корея. Англосаксонский мир плюс. То есть да. независимо от географии, мы сейчас президент с африканскими лидерами общается, я с министрами, ну четко же видно, кто в Африке за Запад, Конечно. а кто за Китай. Конечно. И другие страны. Поэтому Запад — это не географическое понятие, это политическое понятие. И Украина, несомненно, является частью Запада во всех его проявлениях. Китай поддерживает Россию? Китай пока сохраняет нейтралитет. То есть политически на уровне нарративов их интерпретация событий совпадает, интерпретация причин войны совпадает, но на уровне практической поддержки, которой так жаждет Россия, Китай придерживается нейтралитета и не помогает ни нам, ни России. Это по состоянию на сейчас. Дмитрий Иванович, я благодарен вам за интервью. Взаимно. Вы знаете, у вас есть возможность сейчас. Вас смотрят миллионы людей во всем мире. Уверен, что и ваши коллеги тоже в целом ряде стран. И всем, конечно же, интересен голос Украины, голос главного дипломата Украины. Поэтому у вас есть возможность несколько слов Обратиться на камеру. сказать людям. А в какую камеру надо смотреть? В любую, выбирайте любую. Я думаю, что на самом деле быть с Украиной сегодня – это быть на правильной стороне истории, это быть на стороне добра. Поэтому где бы вы ни были, в какой части мира,
знайте, что быть с Украиной – это быть частью истории успеха и быть на правильной стороне истории, на стороне добра. Будьте с нами, и это будет наша совместная победа над деспотией и над злом. Удачи вам и берегите себя. Спасибо, Дмитрий Иванович. Вам спасибо. Спасибо. Очень было приятно Спасибо. пообщаться.